Всем здорово. Это последний видос в 2024 году, и я очень рад вот так вот красочно завершать год. Причем вы мне добили 1000 подписчиков. Кстати, в конце видоса будет сюрприз, так что обязательно досмотри до конца. Была ли у вас PSP? Если была, то вы 100% слышали о GTA Vice City Stories и Liberty City Stories. Относительно недавно, год-два назад, появилась рабочая модификация на движке GTA Vice City, которая портирует Liberty City Stories на комп. Так почему бы не окунуться еще раз в родной Liberty City до клодовских времен и посмотреть на криминал в 98 году, на деятельность и разнообразие преступного мира, попутно потом сравнив с нынешним, на момент GTA 3 в смысле. Я сегодня рассмотрю все банды из GTA Liberty City Stories, скажу, какая самая сильная, мощная, влиятельная и вообще крутая, а какая сосет кошачьи яйца. Конечно, буду рассказывать про банды до возвращения Тони в Liberty, потому что понятно, что это главный герой, и он всех победит и поднимет свою банду выше всех. Не буду утомить, начну свое повествование про мафию в хронологическом порядке, то есть в каком они появятся в игре. Итак, 98 год, Liberty. Эта игра следующая после Сан-Андреаса. Как вы помните, легендарный Карл Джонсон уничтожил главное казино-конкурент четырем драконам Калигулы. Попутно он успел надавать по губам каждой итальянской мафии в Лас-Вентурасе. В итоге все три семьи перестарались между собой, и договор о совместном держании Калигулы, понятное дело, разорвался, и все трое вернулись на свою родину, Либерти. И именно между этими тремя происходят основные действия в игре. Именно бойня итальяшек за власть в криминальном и не только мире. Возвращается Тони Сиприани в Либерти после того, как залег на дно, после грязного дела, и видит, что Сальваторе, мягко говоря, ни во что не ставит подвиг Тони, и видит, что на его место пришел какой-то левый хмырь Винчензо. Конечно же, понятно, что Сальваторе неблагодарная старая херь, которая никак не способен удержать семью Леона и ее авторитет. В 2001 году помните, что было? Весь Портленд, большая часть ходила под Леоне. Однако тут они вынуждены делить Портленд с другой итальянской мафией Синдака, причем не в их пользу. Но они позже. Леоне вообще сосуд. Клуб Луиджи вообще Синдака себе присвоили. Вся проституция на плечах Синдака, а также большинство наркотрафика тоже за ними в Портленде. Из бизнеса имеют только что-то типа кафешки мама Сиприани, которая нанимает убийство своего сына, и казино в Сент-Марксе, которое регулярно подвергается атакам со стороны Синдака. Так еще и Леоне каждый второй раз похищают и везут к утилизатору, а солдаты даже не могут сделать налет на обычную заправку. По вооружению, несмотря на навыки солдат, все классно. Владеют калашами, различными пистолетными, пулеметами, бензопилами, обычными пистолетами, так же как Мактены, МПшки и так далее. Эта семья ничем не занимается на других двух островах, в отличие от других. Эта семья, понятное дело, не самая слабая среди всех, но вполне может стать слабейшей среди итальянских семей Либерти. Идем дальше. Так уж совпало, что первые две мафии в игре крупные рыбы, Синдака, злейшие враги Леоне, подмяли под себя всех в Портленде, кроме Леоне, конечно же, и Триаду, и Диабло. Спокойно торгуют стафом и проституцией на их территориях. Как я сказал, так еще и осмелились забрать и у Леоне. Также стройка объекта Хёбберн Хайтс. Он тут еще не построен. Тоже принадлежит Синдака. Также Синдака имеет очень прибыльный бизнес, кукольный дом. Это бордель и казино в одном месте. Эта штука гораздо прибыльнее казино Леоне, так что его поручают Тони немножечко попортить. Синдака часто занимается похищениями солдат Леоне. Например, сам Леоне или его жена. Будущее. Также имеет район в Стоунтоне, второй остров. Главой мафии является Поле Синдака. На вооружении схожи ганы, калаши, мактены, дробовики, пистолеты и другие ППшки. Ездят на автомобилях Аргенто. Достаточно сильная семья, сильнее большинства из сегодняшнего списка. Смогла подмять под себя часть других группировок Либерти. Триады китайцы. В GTA 3 они очень сильные, так как Синдака и Форелли были выкинуты с острова. Но не так в 98-м. Они находятся под сильным влиянием, как я уже и сказал. Они особо ничем не занимаются, кроме рыбного производства, и то в гораздо меньшем объеме. Находятся в маленьком районе Чайнатаун, тоже занимаются мясом. Из вооружения лишь пистолеты и тесаки. Лишь в некоторых миссиях используют стволы посерьезнее. Лидер банды какой-то лох, который будет позже убит по приказу мамы Сиприани. Ездит на рыбных фургонах. Нисколько не боятся Леоне и ни во что их не ставят, так как позже взорвут их склад с деньгами. Также заключили договор с сицилийской мафией, очень-очень сильной и влиятельной бандой в Либерти, но о ней чуть позже. Диабло, пуэрториканская банда. Они делят Хёбберн Хайтс с Синдака. Вернее, Синдака позволяет Диаблу существовать. Они ничем не занимаются, просто существуют. Однако иногда пытаются что-то сделать, если вспомнить бойню с Леоне за тот самый Хёбберн Хайтс. Изначально Диабло вооружен каким-то калом, по типу холодного оружия или бит или топоров, однако когда вошли в союз с Синдака, им перепали пушки. Позже, которые будут использоваться в войне с Леоне. Сами по себе эти ребята очень слабые, и ничего бы не сделали без Синдака. Ездит на стадионе Диабло. Так же, как и Триада, заключает очень неблагоприятный договор против Леоне совместно с сицилийской мафией. На этом заканчивается банда из Портленда. Осталось еще два острова, Стоунтон и Шорсайд-Вейл. Обратимся к первому. В Стоунтоне начнем с Форелли. Делит Стоунтон с единственными конкурентоспособной Якудзой и Синдака, причем весьма успешно. Форель занимается рэкетом, проституцией, убийствами и всем прочим, но только в более значимых масштабах. Имеет интересы во власти и даже пытается победить в выборах мэра, чтобы завладеть всем.
У них для этого есть собственный человек. Также все грешки с мэром, которые хотел посадить Сальваторе, делал рук Форелли. Через различные методы они пытаются занять высокое положение с помощью устранения конкурентов в виде Дональда Лава и фальсификации выборов. Воюют со всеми остальными и весьма успешно, и с Леоне, и с Синдака, и с Ярди. Кто такие Ярди? Расскажу чуть позже. Босс Форелли – Франко Форелли. Форелли использует пистолеты, Мактена, Теки, Эмки и калаши. Такое же разнообразное вооружение, которое им поставляют прямо в руки. Ездят на Форелли XS. Они находятся на подсосе у сицилийской мафии. А так самостоятельная группировка, имеющая относительный успех на Стонтоне. Ярди – ямайская банда, которая что-то как-то подохерела и решила задушить Форелли под шумок. Да вот только без Тони никак не получится. Лидером группировки является Кинг Куртни. Он так и не сменился до GTA 3. Ямайцы хотят отжать и районы у Форелли. Дружат с коррумпированным копом Рэем МакКафри. Это очень сильно им помогает. Вооружение у них плохое, максимум биты и ППшки. Может, что-то посерьезнее лишь в нескольких миссиях. Вообще не серьезно, ребята. Ездят на лоба Ярди. Если бы не то положение, в каком находится Форелли, то их бы сразу же скурили итальянцы и не поперхнулись бы. Якудза, японцы. Имели очень крупные районы по типу Торингтон, Форт Стонтон, при этом владели даже некоторыми местами Шорсет-Вейл, частично. Абсолютно все боссы Якудзы умирают. Абсолютно всегда. Якудзу занимать чем можно и чем нельзя. И, конечно, легендарным фальшивым минетчеством. Занимаются своей японской фигней и не лезут сами в разборки итальянцев. Нынешний босс Казуки Касан. Весь из себя такой серьезный, читающий некий кодекс Якудзы. Якудза является, наверное, самой вооруженной бандой Либерти. Большие поставки оружия для перепродажи другим. И себе хватает с горкой. Даже танки себе поставляют, что говорит о недюжих связях с полицией и армией. И у них такого навалом, чего стоит этот большой склад с кучей солдат, охраняющий его. У лидера мафии есть жена, Тошика Касан, которая до ужаса надоел ее муж и Якудза в целом, так как все время он проводил в кругу своих мужчин и подчиненных. Из-за чего та поручает Тони убить самого Казуки и его банду и разрушить все плоды его многолетнего труда, после чего совершит Роскомнадзор на глазах у всех. Во избежание всяких санкций я это показывать не буду, да и к тому же вы сами можете найти этот момент. Так что да, это все хорошего против злейшего. Ездит на двухместных стингерах. Третий остров, Шорсайд-Вейл. Тут-то мы встречаемся с двумя бандами. Одна серьезная, колумбийский картель, другая менее серьезная, капюшон из Саутсайда. Начну с колумбийцев. Они далеко не такие крутые и лютые парни по сравнению с GTA 3 или Адвансом. Они обладают территориями Шорсайд-Вейл. На момент 98 года лидером был Мигель, тот челик, на котором издевалась извращенка Асука Касан в GTA 3. Да-да. В 1998 году уже разрабатывался Спанк, однако не был доступен в широких массах. Занимается в основном похищением, рабства, убийствами на фильтр с миньонами, незаконной перевозкой людей. Колумбийский картель сотрудничает с Panlantic Construction и Эвери Кэррингтоном, то есть Боярским, так как хотят получить себе прибыльную стройку объектов в Стонтоне. Примером может послужить их небоскреб в GTA 3. Ездит на пикапах-круизерах картеля. Серьезно вооружены тем же, чем и остальные группировки Либерти. Обладает большим автопарком и позже захватит особняки Шорсайд-Вейла полностью под себя. А так, к началу игры они достаточно сильны, но особо в дела итальянцев и японцев не лезут. Капюшон из Саутсайда. Тогда они еще не были разделены на два лагеря. Единственное, что они делают, торговля наркотой и пытаются вытеснить Форелли со своего райончика, Садовичте. В общем-то, и все про них. А так всю игру их не слышно, не видно. Роли особой в судьбе города они не играют. Закончили с обычными бандами из Портленда, Стонтона и Шорсайд-Вейла. Осталась одна, самая жесткая банда из всех. Это сицилийская мафия. Это самая серьезная из предыдущих. Очень сильно вооружена. Обладает большим количеством вертолетов, тяжелых автоматов, гранатометов и людей. Большое количество водного и наземного транспорта. Ездит на стингерах. Лидеры сицилийцев – это Рико Гарлик, Массимо Торини, дядя Леоне, да, Сальваторе это его племянник, а также сицилийский Wise Guy. Эти люди подмяли под себя всех тех, кто починил другие банды. Ну, кроме Леона, конечно же. То есть они взяли верх и над Форелли, и над Синдака. Но Леоне тоже немножечко досталось, так, за трещин небольших. Как я и сказал, сицилийская мафия заключила договора с Диабло и Триадой для того, чтобы те мешали нормально жить Леоне. В то время сицилийцы толкнули лбами все мафии города, из-за чего Форелли и Синдака с Леоне воевали. Все войны были развязаны именно сицилийцами, и мэры, которые всем мешали, в первую очередь Форелли и Леоне, все это дело рук сицилийцев. Они имеют огромнейшие связи в полиции, раз позволяют себе такое, засылать своих людей в правоохранительные органы. А после затяжной войны они хотели уничтожить оставшиеся ослабевшие мафии и банды. Вот так-то просто. Это единственная мафия способна провернуть такое, при этом выйти победителем в любой ситуации. Но вот только сраный сюжет. Главный герой Тони, конечно же, всех убьет, спасет и разрушит мафию на маяке. По-другому просто не было бы. А так, если бы Тони не пришел, то сицилийцы заняли бы весь город. Потом бы взяли за мелкие банды, якудзу, картель и вот так вот. Раз уж я пришел к выводу, какая семья самая сильная, давайте поговорим о менее сильных. Менее сильными будут Форелли и Синдака, которые ходили под сицилийцами. Чуть слабее были якудза и картель, которые просто занимались своим и не вмешивались в жизнь Италии. Затем идут Леоне, не способны ничего без Тони или Клода. Отмечу, это самая слабая итальянская мафия на начало игры. Дальше идут Триады,
и Арти и Диабло. Ну, понятное дело, они подчинены Форелли и Синдака. И самая слабая банда Капюшону. Всю игру они ниже травы, тише воды, особо пушек нет, влияния тоже, да и пристрелить их можно на раз-два. Не трогали их тупо потому, что лень проливать кровь на таких слабаков. Вот как-то так, такой тир-лист банд. Что вы думаете об этом? Обязательно исправьте, если я где-то ошибся. Жду ваше мнение в комменты. И да, сюрприз. В моем ТГК я залил сборку игры на ПК на русском языке, а также на зимний мод на эту игру. Вот такой вот новогодний сюрприз. Всем спасибо за просмотр. С Новым годом!